Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Каким удивительно нежным становится взгляд Чангука, когда встречается с любимыми глазами. Такая мягкая улыбка озаряет лицо, и глаза начинают светиться. Девятое место. Можно в секунду заметить, как его глаза загораются. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Прогулка Вигу и Хосока». Раскроет ли очевидец правду об этой прогулке? Есть точная дата. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Что означает цветок во рту? У Тэхёна есть ответ. В ЛГБТ-сообществе цветок во рту часто используют как символ свободы самовыражения, красоты и принятия своей идентичности. Это может быть метафорой открытости, нежности и гордости за себя. Иногда такой образ передает идею о том, что любовь и чувства могут быть красивыми, чистыми и естественными, несмотря на любые стереотипы или осуждения. Седьмое место. Это реально про них. Кто-то готов пожертвовать любимым ради спасения мира, они готовы пожертвовать миром ради друг друга. Шестое место. Поведение пары. Ну, а что тут сказать? Никакого осуждения, только понимание. Совсем недавно вернулись, а шуму навели уже страшно. Делитесь, как вы, потому что я только привыкаю к такой активности. Пятое место. Слабее всего я становлюсь, когда понимаю, что постоянная их тяга друг к другу – это отнюдь не дружеские привычки. Четвертое место. Забота. В глазах Тэхёна столько любви и гордости.
Третье место. Новости. W Korea о Тэхёне. Впервые перед камерой после демобилизации из армии Тэхён стоял с более глубоким взглядом и зрелой аурой. Сила и тонкое притяжение тихо распространялись, а расслабленность и остроумие пронизывали атмосферу. В этом финальном видео спрятаны скрытые моменты со съемок, которые передают всю эту энергию максимально близко. В предстоящем сентябрьском выпуске он снова приведет вас к новым кадрам. Тэхён во время интервью для W Korea. Я прослезился на концерте Хосока. Во время дуэта с Чонгуком у меня перехватило дыхание. Мне было слишком стыдно что-либо говорить. Я смотрел выступление с гордостью и уверенностью. Compose Coffee объявили, что 12 числа запустят 3 новых напитка в коллаборации с Ким Тэхёном под названием V-Composed. Линейка V-Composed, оформленная в концепции чашка, составленная V, включает 3 напитка – Rich Allegro, Yuji Staccato и Dolce Serenade. Rich Allegro – это вариация чая, сочетающая зеленый мандарин с ромашкой и личи, с мягким сладким и одновременно кисловатым вкусом с нотками красного уксуса. Yuji Staccato – смесь кислого сока, юджи из гохына и грейпфрутового смузи, создающая баланс горечи и свежести. Dolce Serenade отличается сочетанием молока, местного меда и эспрессо. Тэхён на Вевос. Он сегодня решил нас добить окончательно. В своем прямом эфире Джин упомянул Тэхёна. Тэхён только что появился и сказал: «Джван, ты уже здесь?» Когда я пришел, он прилип ко мне и не отпускал несколько минут. Но как только отпустил, это было в последний раз, когда я его видел, ха-ха. Шесть лет этому шикарному образу. В отчете по анализу трендов среди более чем 1 миллиона алкогольных потребителей поколения MZ вино, рекомендованное Тэхёном, возглавляет список. Биник проанализировал данные о покупках 1 миллиона пользователей онлайн-платформы для алкоголя Daily Shot за последние 2 года, в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет. Тэхён возглавил список вин стоимостью около 20 тысяч вон. Даже алкогольные напитки приобретают силу знаменитостей. Самым покупаемым вином на платформе за последние 2 года стало белое вино Russian Jack Sauvignon Blanc. По разумной цене около 20 тысяч вон, и благодаря своей универсальности в сочетании с разными блюдами, оно считается отличным выбором для новичков в мире вина. Однако, как и в случае с другими товарами, решающим фактором стали знаменитости. Ким Сон А, МД, управляющий директор Daily Shot Wine, отметила: вино приобрело популярность как любимое вино Тэхён, а в августе прошлого года популярность подогрела лимитированная серия с этикеткой, нарисованной лично актером Ха Чжун У. Это пример того, как влияние знаменитостей снизило барьер входа для потребителей.
Отказываюсь вообще как-то комментировать это безобразие. Извинитесь перед Чангуком. Фанаты возмущены обвинениями Rolling Stone в автотюне и предполагаемыми оскорблениями вокала Чангука. 8 августа 2025 года Rolling Stone опубликовал материал Every BTS Solo Song Ranked, все сольные песни группы, по порядку, вызвавший резкую реакцию у поклонников группы. Статья, написанная Джеха Ким, вызвала особое недовольство у фанатов Чангука из-за формулировок, которые, по их мнению, принижают его вокальные способности и намекают, что его треки сильно зависят от обработки голоса. Его песня «Somebody» 2023 заняла 172 место из 177. О треке Ким написал: «В начале «Somebody» кто-то поет, но это не звучит как Чангук. А ведь это он. Искажение вокала – интересный прием, но когда у тебя есть такой певец, как Чангук, зачем прятать его голос?» Посты в Твиттер обвинили издание и автора в том, что они представили 27-летнего артиста зависимым от обработки голоса. Поклонники утверждают, что это подрывает его подтвержденные вокальные способности. Некоторые также связали эти комментарии с, по их словам, повторяющимися негативными высказываниями о нем в прошлых материалах. «Мы требуем извинитесь перед Чангуком за клевету на его вокальные способности, принижение его таланта и ложные заявления о предполагаемом использовании автотюна. Это не первый раз, когда Гуайвиджей ведет себя недоброжелательно по отношению к Чангуку», прокомментировал один из пользователей Твиттера. Кроме оценки Somebody, статья Rolling Stone также коснулась Чангука 7 и 3D. О 7 Ким написал: «Чангук не извиняется за то, что поет о вещах, которыми занимаются мужчины его возраста и моложе». В материале также прокомментированы взрослые темы в 3D. Чангук вырос и не стесняется выражать свои плотские желания. Но, возможно, некоторые из вас подумают, что младший участник говорит о чем-то более невинном, например, о пиклболе. Ладно, но поищите, что значит его обещание «шампейн-конфетти». Некоторые фанаты усомнились в реплике о том, что он поет о том, чем занимаются мужчины его возраста и моложе, назвав такое замечание непрофессиональным и неприемлемым. Возможно, мы упустили некоторые мелочи, например, что дверь кабины закрыта, и это сводит меня с ума. Тэхён сидит у Чангука на руках, они вместе смотрят романтическое аниме, а через окно рядом с Чангуком виднеется красивое небо. Все очень спокойно и по-идиотски романтично. Кмидия, в ответ на успех фильма, Дэн Лин, глава киноподразделения Netflix, признался, что был особенно поражен тем, что BTS упомянули картину, а участник Чангук даже рассказал, что уже посмотрел ее. Такое внимание со стороны мировых артистов – огромный комплимент для любой команды, а признание Чангука стало для создателей фильма особенным знаком, что их работа действительно нашла отклик в сердцах зрителей по всему миру. Наш бэдбой. Ким Тэхён стал первым и единственным соло-исполнителем из кей-поп,
у которого 6 песен преодолели отметку в 400 миллионов прослушиваний на Spotify после того, как Winter Ahead превысила 400 миллионов. Журнал Billboard включил Winter Ahead в список 27 лучших зимних песен сезона, выразив уверенность, что эта композиция будет любима еще долгие годы. Этот успех не просто цифры, а подтверждение таланта и влияния Тэхёна как артиста, который умеет создавать музыку, трогающую сердца слушателей по всему миру и становящуюся настоящей классикой. Самое удобное плечо в мире. Очень хорошая статья в Forbes Korea о недавней победе Чангука в опросе Net Plus Idol, выбранный глобальным рынком во второй половине года. Настоящая конкурентоспособность Чангука выходит за рамки его музыкальных достижений. С момента сольного дебюта в 2023 году с песней Seven Чангук укрепил свои позиции на мировом поп-рынке благодаря успешным трекам, таким как 3D и Standing Next to You. Недавно Чангук преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний всех своих сольных треков на Spotify, крупнейшей музыкальной платформе мира. Помимо музыкальных достижений, существует эффект Чангука-Чангук, эффективно сокращает психологическую дистанцию между собой и фанатами, ведя прямые трансляции и публикуя контент через разные каналы и платформы. Одной короткой трансляции ему достаточно, чтобы привлечь внимание и вызвать реакцию глобального фан-сообщества. Во второй половине 2025 года рынок кей-поп и фанаты будут с особым вниманием следить за тем, какие изменения принесут действия Чангука в глобальной индустрии контента, брендов и платформ. Папа воспитывает сына. Из очаровательных малышей в самых лучших мужчин. Чангук в эру DNA. Баунти – это ерунда. Любимые губы – вот райское наслаждение.
И это самая безумно горячая штука. Тэхён сказал: «Здравствуйте, подписчики W Korea, давно мы с вами не виделись». Это Тэхён. Вопрос: каково было вернуться в Париж? Ответ: прошло 2 года с моего последнего приезда в Париж. Когда-нибудь я снова сюда приеду. Мне очень хотелось снова поесть круассанов. Эта мысль не раз приходила мне в голову. В Париже так много отличных ресторанов. Я думал, хочу скорее побывать в этих парижских ресторанах. А еще парижане на улицах Парижа. Я очень хотел как можно скорее ощутить эту атмосферу. Вопрос: вы уже ели круассаны? Ответ: да. Сегодня я впервые покажу вам свои любимые вещи. Эта сумка называется Celine New Luggage Bag. Это новая основная модель, впервые представленная Майклом Райдером. Я называю ее сумкой-улыбкой. У нее такой жизнерадостный вид. Я считаю, она очень милая. А вот брелок. В прошлый раз я получил его от Celine Korea. Обычно я не вешаю брелки на сумки. Разве что ключи от машины. Он был таким красивым, что я просто не смог удержаться и взял его. Я просто захотел это взять. Я спросил, можно мне это? И мне это дали. А это все потому, что я очень люблю шарфы. Вопрос: с чего началась ваша любовь к шарфам? Ответ: я начал носить шарфы в свой первый день в Париже. Я был в предвкушении. С тех пор я стал использовать шарфы вот так. И до сих пор я их ношу. Вопрос: как вы используете шарфы по-своему? Ответ: часто я украшаю ими сумки. Часто повязываю их на талию. Еще ношу на шее. Можно использовать и как платок на голову. Честно говоря, способов применения очень много. Конечно, есть люди, которые знают об этом больше меня. Я тоже учусь, глядя на них. Думаю, надо и мне так попробовать. Наверное, я из тех, кто готов экспериментировать. То, как Чангук посматривал туда, где был его фанат номер 1. Налоговые льготы для игры в кальмара, но не для BTS. Музыкальные организации выступили с совместным заявлением. 11 августа 5 музыкальных организаций выразили полную поддержку политике правительства Ли Джэ-мёна, которая сделала ставку на продвижение корейской культуры K-Initiative. Они отметили, что кей-поп уже стал одним из главных двигателей национальной конкурентоспособности и культурной независимости, и подчеркнули, реальная поддержка небольших музыкальных лейблов поможет всей индустрии развиваться устойчиво и гармонично. Сейчас налоговые льготы распространяются на некоторые виды контента, например, на видео и вебтуны, но музыкальная индустрия остается в стороне. Представители организации подчеркнули, что даже несмотря на мировой успех клипа BTS Dynamite, на него не распространяются налоговые послабления, что нарушает принципы справедливости между разными направлениями контента. Они считают, что музыка должна быть включена в государственную систему поддержки наравне с другими творческими индустриями. Кроме того, организации предложили создать специальный фонд, чтобы помочь небольшим музыкальным лейблам справиться с финансовыми трудностями. Сейчас такие государственные фонды и финансовая поддержка в основном направлены на видео и вебтун-индустрию, а отдельного счета для музыкального сектора не существует. По их мнению, если появится отдельный фонд, небольшие лейблы
смогут создавать более креативный и конкурентоспособный контент. В завершение 5 музыкальных организаций подчеркнули, что кей-поп – это не только будущее индустрии, но и стратегический актив для внешней политики и экономики страны. Они уверены, налоговые льготы, финансовая поддержка и гарантии для музыкальных лейблов помогут построить устойчивую экосистему и вывести корейскую культуру на мировой уровень. В заявлении приняли участие Ассоциация корейского менеджмента, Ассоциация корейских продюсеров, Ассоциация музыкальных лейблов Кореи, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Кореи и Ассоциация музыкального контента Кореи. Его желание шупать своего парня везде. Этот принт ассоциируется только с ним. Когда ты чувствуешь себя дома рядом с ним. Они обязаны быть рядышком, и никак иначе. Второе место. Это так интимно. Дикий гиперфикс без возможности на чем-то сосредоточиться все время. Думаю о том, как Тэхён сидит на Чангуке, и, зная чрезмерную опеку Чангука над Тэхёна, тот, может быть, позвал к себе, чтобы облегчить его состояние, и они вместе так смотрели мультики. А другая его рука придерживала за талию или за что-то более выдающееся, и Чангук такой самодовольный, такой слишком счастливый, что невозможно скрыть, хотя попытки были. Возможно, этот момент был для личного архива, но Тэхён не совсем тот человек, который будет молчать о своих распирающих чувствах. Все должны обязательно знать и видеть. Камсамнида за это счастье. Хорошо иметь персональную подушку и стул в одном лице. Устал, можно присесть или прилечь. Красота. Не завидуем Чангуку.
Первое место. Это не просто бедра Чангука. Это личный трон Тэхёна, в резерве и вне доступа для других. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.